Мы заселились в отель, который находится в центре Дубая. Называется он «Ривьер». Он 4 звезды, был построен в 2021 году. Это 18-этажное здание, в котором есть 3 ресторана, бассейн, причем огромный бассейн, а также тренажерный зал, который работает 24 часа в сутки. Мы под впечатлением. Отель действительно достойный, территория его хорошая, достаточно просторная, поэтому мы сейчас ее вам покажем. Итак, ребята, нас заселили в отель, и заселили, к слову сказать, раньше положенного времени въезда, который должен был состояться в 14:00, а мы приехали много ранее, и нас заселили в 10:30 утра. Это было круто, потому что мы с дороги, уставшие, и у нас была, скажем так, колоссальная вообще возможность привести в порядок и, собственно, насладиться территорией отеля. Нас заселили на 9-й этаж, выдали 2 вот такие вот пластиковые карты, это очень удобно. Ну и, собственно, погнали смотреть наш номер. Попадаем в номер. С правой стороны огромное зеркало, практически в полный рост, это плюс. С левой стороны у нас вот такая дверь купе, причем это очень интересная задумка, да, мы еще ни разу так не видели. Попадаем прямо в просторную ванную комнату. Здесь, в принципе, есть все, что нужно. Огромное зеркало с подсветкой, его мини-копия, скажем так, для макияжа очень удобно, а также унитаз и биде. Прекрасно, все работает. Так, в общем, телефон на стене висит, вы можете прям заказ сделать, скажем так, с этого строна. В общем, собственно, здесь огромная душевая кабина, и все выполнено в таком черном стиле, все качественно, новое, видно, прямо ухаживают за всем. И здесь летний душ, а также вот такая лейка, тоже классно. И вот такие вот 2 большие тубы по 300 мл. Это гель для душа и шампунь. Единственный минус в ванной комнате то, что отель не предоставляет зубные щетки, а также пасту зубную. Так здесь, в принципе, есть салфетки, большое количество полотенец и для рук, и для ног, и большие душевые полотенца, шапочка для душа, ну и, собственно, нитки, иголки, булавки, все здесь есть, ну и, собственно, весы, чтобы лишних килограмм вы не набрали, хотя это отдых, не все включено, но все же. Ребят, здесь находится сплит-система, и она, о боги, рабочая. Во многих отелях, собственно, это, ну, как бы не всегда срабатывало, и температура у них была стандартная, установленная данным отелем. Здесь вы можете настроить температуру под себя, комфортную, для каждого, и это очень огромный плюс. В общем, дальше мы проходим и видим вот такую инсталляцию. Кстати, номер выполнен в таком лофт-стиле с индустриальными элементами. Это очень здорово, не похоже на другие отели, по крайней мере, где мы отдыхали. В общем, вот такая зона для вещей. Мы уже сюда, скажем так, установили, положили свой багаж. Большой плюс. На 2 персоны у нас здесь тапочки. Это классно, потому что в других отелях не всегда выдают тапочки. Но нет халатов. Мы уже все осмотрели, к сожалению, их нет. Но это не беда. Температура комфортная, мы выставили, и нам замечательно. В общем, вот здесь такой уголок, бар. Смотрите, не во всех отелях именно Дубая такое количество бокалов. Бокал под вино, кружечки, водичка, которая входит, скажем так, в проживание, это бесплатно, и еще 2 вот таких стаканчика. И обратите внимание, очень интересная подача. Кофе с кофеином и без кофеина. Супер, первый раз встречаю такое в отелях. Собственно, в прошлом отеле у нас был пуровер, тоже было неплохо, но вот здесь прямо, если вы не любите кофе крепкий, но любите вкус кофе, очень замечательное решение. А также чай, смотрите, здесь, в принципе, достаточно. Это вот мы в первый день ехали, еще практически ничем не пользовались. Классная вообще идея, сливки, именно жидкие сливки, которые вы можете добавлять в кофе или в чай. То есть вообще супер. Сахарозаменитель, собственно, сахар. Ну и чайник. Очень комфортно, удобно, все это красиво и мило расставлено. Здесь у нас ящички, то есть вы можете складывать свои вещи, а также холодильник. Здесь мы уже воду разместили, минеральную, потому что здесь только выдают 2 бутылки, но, собственно, здесь все уходовые там масочки для лица, это мои, ну ладно. В общем, смотрите, вот здесь тоже очень интересное решение. Фен достаточно мощный, я смотрю, сразу вижу, что, в принципе, нормальный фен. И такой вот интересный сейф встроенный. Вот так вот в ящик. Прикольно. Также здесь имеется шкаф. Смотрите, какое интересное решение. Как раз завуалировали и, скажем так, вся зона закрыта с вещами. Мы здесь уже свои дорожные вещи разместили, а также габаритные чемоданы.
Ну и, собственно, обувь дорожную. Здесь есть вешалки, достаточное количество, где вы можете разместить и прочее. Кстати, в номере нет утюга и гладильной доски, но, собственно, вы можете заказать это на ресепшене, услуга абсолютно бесплатная, и вам всегда принесут все в номер и установят. Дальше, смотрите, вот такая вот большая кровать king size размера. Большое количество подушек, и даже, я обратила внимание, наверху дополнительная 5-я подушка. Классно. Все тоже выполнено в таком красивом стиле, нежном, не кричащем, нет никаких-то ярких оттенков. Очень классно сделано. Смотрите, какие вот здесь вот подвесные люстры. Вообще каждый элемент, он не повторяется, да, в номере. Собственно, ящик. Здесь вы можете разместить свои вещи. Также прямо у окна с панорамным видом стоит кресло. Такой интересный столик журнальный. Ну и пуфик, вы можете его выставить, если вас двое-трое, ну или приходят гости. Очень удобное решение, потому что как бы в номере действительно много мебели. Ребята, вот у нас здесь номер с видом на террасу для загара, а также частично на ресторан. Здесь у нас расположено очень уютное рабочее место. Мы уже расположились, установили свой ноутбук, а также есть такое кресло, ну и, собственно, напротив зеркала. Это классно. Вот такая вот панелька, да, где можно тоже складывать свои вещи. Ну и телевизор. Мы уже так пролистали, очень много каналов, вы там выберете на свой вкус, музыкальные, не только, фильмы, даже есть русский канал. Ребят, в прошлом году мы отдыхали в другом отеле, и они одинакового класса, они 4 звезды, но этот отель намного лучше, по крайней мере, нам сейчас здесь очень нравится, просторнее номер, все в спокойных оттенках, ну а также, собственно, здесь больше территория, чем у другого отеля. Кстати, по стоимости они примерно одинаковые, так что мы будем дальше исследовать территорию. Мы пришли в один из 3 ресторанов, который находится на территории нашего отеля. Он называется Альфорн. Мы уже сделали свой заказ. В ожидании основных блюд нам принесли наши напитки, капучино, а также апельсиновый фреш. В общем, очень хвалят кухню данного ресторана. Теперь мы будем пробовать и говорить, вкусно или нет. Ребят, принесли наш заказ. У меня паста карбонара. Вот такая подача. Вкуснятина такая, надеемся. А у меня, друзья, смотрите, пицца пепперони. Шикарная, большая пицца, сантиметров 35. Ну а в конце мы покажем вам финальный чек. Сколько же нам это обошлось. Ребятки, шикарная пицца, вообще прямо бомба. Писачок. Ой, хорошо здесь, уже нравится. Очень вкусно, правда. И, ребятки, этот прекрасный ужин нам обошелся в 142 дирхама. Российские карты у нас не работают. И сочетаемся как можем. О, прошло? О, все. Так что, ребятки, можете, в принципе, делать карты других банков. Кстати, насколько мы знаем, что не у всех работают карты казахстанских банков. Вот мы сделали карту другого банка, и сейчас сработало. Так что, ребята, пробуйте. Или носите, пожалуйста, с собой наличные деньги. Наш отель располагается в районе Бизнес-Бэй, это практически центр Дубая. И в 5,5 километров от нашего отеля находится Бурдж-Халифа. В нашем отеле в сутки полагается 2 бутылки воды абсолютно бесплатно. Этого действительно не хватает, и на бассейне не выдают воду, поэтому вы должны это учесть. Поблизости магазинов не так много, но есть один прямо при входе в отель, в котором вы можете приобрести снеки, а также воду. Ну вот, залог шикарного утра – это хорошо позавтракать. Верно, Танюш? Да, вообще выбор
невероятный, все такое свежее, прям как будто, да, фермерское. Да, вообще. Очень большой выбор еды, набирай сколько хочешь. Мы взяли, здесь, кстати, и соки есть разные, яблочные, апельсиновые. Правда, не знаю насчет фреш это или нет, но там детокс-вода. В общем, смотрите, здесь даже вафли вот с этими шоколадными штучками, с медом. Да, еще можно шоколад сверху белый и черный. Да, ну и черный. Фруктов здесь тоже богатый выбор. Дыни, ананасы, арбузы, все, что хотите. Вот такая вот Феррари еще прикатила к нашему отелю. Кстати, мы уже оценили ужин в данном ресторане. Здесь очень вкусно готовят и большой выбор как напитков, так и основных блюд. Мы находимся на нашем этаже. Здесь открывается прекрасный вид, огромное панорамное окно. А также, когда вы идете к своему номеру, загораются вот такие вот сенсорные лампы. Очень удобно и экономично для отеля. Стены, двери и мебель в номерах выполнены полностью из дерева. Никакого МДФ, никакого пластика. Все в эко-стиле. В отеле 3 лифта, и они достаточно скоростные, мы никогда не ждем, и никогда нет толкучки, то есть все 3 лифта приезжают моментально. Вот как раз-таки здесь поделки ручной работы, здесь указаны цены в дирхамах. Кстати, наш отель «Ривьер» — это сеть швейцарских отелей, поэтому везде прослеживаются элементы природы, гор, туризма. Также много животных — это коровки, белочки, лисы, быки, зайчики. И, кстати, питание здесь на высоте, здесь тоже по всем мировым стандартам. У нас даже в номере жидкие сливки, которые герметично упакованы. И на завтраке огромное количество сыров, йогуртов, молочной продукции, колбасы, солями, ветчина, десерты, булочки, выпечки. Очень много фруктов, много ананасов, апельсинов, яблок, дыни. И вообще все очень вкусное, сладкое. Овощи здесь, огурцы, помидоры очень сладкие. Попадая в холл нашего отеля, звучит приятная музыка. Кстати, работает очень улыбчивый, приятный, отзывчивый персонал. Очень много посадочных мест для ожидания, а также пахнет на всех этажах нишевыми ароматами. Холл достаточно просторный и рассчитан на большое количество гостей. Здесь находится на территории нашего отеля 3 ресторана. Пойдемте посмотрим. В холле есть вот такое небольшое интернет-кафе, абсолютно бесплатно. Вы можете зайти поработать, если вы, допустим, с собой не брали ноутбук, а также связаться с родственниками, кто любит говорить на большом экране. В общем, собственно, все для людей, для гостей этого отеля абсолютно бесплатно. И вот, кстати, даже у коровки есть планшет, где вы можете себе что-нибудь заказать. Ну, это, правда, муляж, но вот посмотрите, здесь все в таком эко-стиле, еще раз не устанем повторять. Все стены украшены поленьями, ну, это вообще очень красиво, правда. Итак, дальше мы проходим и попадаем в лаунж-зону, где вы можете ожидать свой трансфер и пить кофе, чай, любые прохладительные напитки, ну, или же съесть вкусный десертик. Стоят в холле вот такие вот холодильники, где вы можете себе заказать сэндвичи, салаты уже готовые с соусами, яблоки, апельсины, кола, а также нарезанный микс фруктов. Это замечательно. Мы первый раз, если честно, видим в отеле вот такой вот подход к гостям, чтобы все было для комфорта. Если вы не хотите, допустим, идти в ресторан и платить намного больше денег, допустим, чем перекусить здесь. Это очень хорошо, это плюс. Стол выполнен из такого добротного массива дерева, то ли ясень, то ли дуб, а посередине украшают живые растения. Первый раз видим такое исполнение. И, кстати, стулья тоже выполнены с деревянными элементами. Очень красиво и поражает своими масштабами. Стол прямо-таки для переговоров, или можно посидеть, поработать за ноутбуком. Выбирайте сами. Но вообще, кстати,
Вроде бы холл, все так лаконично, но пространства достаточно много. Ну вот в лаунж-зоне у нас вот такая кофейня с огромным выбором десертов, а также кофе холодный, горячий, на любой выбор, а также напитки здесь можно заказать себе фреш или смузи. Так что очень здорово, классно и по ценам. Здесь, в принципе, средние цены Дубая. Зато как красиво, и даже есть выход на улицу. Кстати, отношение к курению здесь компромиссное, и везде на открытых зонах стоят вот такие пепельницы, где вы можете покурить. Здесь есть везде указатели, так что вы не потеряетесь. А мы сейчас отправляемся в тренажерный зал, который находится на 4-м этаже. Ребята, еще одна такая заметочка. Когда вам выдают карту, которая открывает ваши двери, в общем, там, видимо, автоматически указывается этаж, на котором вы проживаете. И что мы поняли, выше своего этажа вам просто карта не даст подняться. Поэтому, да, учтите, мы хотели подняться на 18-й этаж, не получилось посмотреть там ночной город. Мы живем на 9-й, вот до 9-го, пожалуйста, любой этаж. Так как тренажерный зал находится на 4-м, мы сюда благополучно добрались. Что хочется отметить, на каждом этаже и в холле стоят вот такие санитайзеры, хотя масочный режим отменили, но все-таки за гигиеной персонал следит. Что, пойдем в тренажерный зал? Очень красиво, опять же, везде дерево и запах дерева просто витает в воздухе. Смотрите, вот такая инсталляция прекрасная. А здесь уже сложены вот так полотенечки для тренировок. Стоит кулер с водой, с горячей, с холодной. Я вижу 3 беговые дорожки, а также 2 арбитрека с прекрасным, потрясающим видом на город. Кстати, тренажерный зал работает 24/7. Это класс. Помещение тренажерного зала небольшое, но здесь все для тренировок есть. Здесь есть раздевалка, туалет, душевая. И, кстати, практически все двери в нашем отеле открываются слайдером. Здесь настолько все стилизовано. Очень много вот таких вот кожаных элементов. А ручки стилизованы под лыжи. И мы приехали на 3-й этаж. Здесь проходит основная активная жизнь гостей нашего отеля. Здесь есть несколько ресторанов, а также бассейн. По указателям проходите и не потеряйтесь. Это, ребята, чтобы вы понимали, знаете, как в американском фильме, в каждом отеле придорожном должна быть именно Holy Bible, ну, типа Библия. А здесь открываешь, а здесь у нас что? Коран. Вот так вот, священное писание. Тык-тык-тык-тык-тык. Такие вот дела. Интересно, такого мы еще нигде не видели. Первый ресторан, или можно сказать паб, называется он Аллегро. Здесь подают пиво, а также снеки. Очень большой выбор пива. Кстати, здесь стоит вот такая инсталляция в виде коровы. И корова с тележкой, и катит она вино. Поэтому можно выбрать винцо и насладиться прекрасным вечером, ну или даже обедней. Все столы вот из такого массива дерева. Очень много элементов, экоэлементов. Здесь, например, шишки. Очень классно. Огромный выбор пива, напитков покрепче или вино, шампанское. В общем, здесь можно провести чудесный вечер, а также посмотреть спортивные передачи. Можно присесть внутри помещения, ну или же выйти к бассейну. Здесь тоже есть столики и насладиться видом. В Аллегро ресторане проходят разные тематические вечеринки, пати, а также есть специальные вечера для девушек, где коктейли стоят в 2 раза дешевле. Второй ресторан Альфорн. Здесь проходят завтраки, а также обед и ужин. А на завтраках это самое популярное место. Здесь делают омлеты, яичницы с овощами, с сыром, с чем захотите. Ну а в данной зоне проходят завтраки. Посмотрите, сколько столиков. Мы находимся в самой любимой моей зоне, это зона у бассейна. Здесь, кстати, есть 3 террасы для загара. Сейчас мы находимся на одной. Бассейн достаточно большой, такой вытянутый. И здесь даже профессиональные пловцы с утра делают свои заплывы, мы это видели. Глубина бассейна 130 сантиметров, а также рядом сидит всегда спасатель и наблюдает за тем, как купаются гости в бассейне. Вот такая вот сводка правил. С напитками нельзя к бассейну. Потом здесь указаны вещи, в которых вы можете купаться. Ну, а также нельзя кушать, пить напитки, только те, которые вы заказываете в ресторане.